Никогда в жизни думал, что мне придется в таком, по крайней мере, возрасте, в котором я сейчас нахожусь, только что пережив свое 50-летие, обратиться по существу к мемуарной какой-то части, причем к части трагической, во многом запутанной и непонятной. Но произошли такие события такого масштаба и такого участия людей противоречивых интересов, и столько здесь различных толкований потому, что произошло, как произошло, что, наверное, это в какой-то степени мой долг рассказать о том, что я знаю, как понимаю, как видел происходящие события. 26 апреля 1986 года была суббота, прекрасный день. Вспоминаю сейчас эту дорогу, и я должен сказать, что тогда мне и в голову не приходило, что мы двигаемся навстречу событию планетарного масштаба, событию, которое, видимо, навечно войдет в историю человечества, как извержение знаменитых вулканов, скажем, гибель людей в Помпеях или что-нибудь близкое к этому. Дороги мы еще этого не знали, мы просто думали, какого же масштаба работа нас ждет, просто или сложно будет там на месте. В первом же полете было видно, что реактор полностью разрушен. По характеру разрушения мне, например, было видно, что произошел объемный взрыв, и мощность этого взрыва порядка, так по опыту из других работ, как я мог оценить, от 3 до 4 тонн тринитротолуола в тротиловом эквиваленте, если его можно было оценивать. Было видно, что активности вышли наружу из 4-го блока достаточно много. Но первый вопрос, который всех нас волновал, был вопрос о том, работает или не работает реактор или часть его. То есть продолжается ли процесс наработки короткоживущих радиоактивных изотопов. Ну, поскольку уж я коснулся реактора, то, может быть, наступил тот самый момент, когда можно высказать, как я понимал, историю и качество развития атомной энергетики, и, как я это понимаю сейчас, редко кто из нас по-настоящему откровенно и точно на этот счет высказывался. Первый элемент – это сделать сам объект, в данном случае, скажем, атомный реактор, максимально безопасным. Второй элемент – сделать эксплуатацию этого объекта максимально надежной. Но слово «максимально» никогда не может означать стопроцентную надежность. Философия безопасности требует обязательного введения третьего элемента, который допускает, что все-таки авария произойдет, и радиоактивность или какое-нибудь химически опасное вещество за пределы аппарата выйдет. И вот на этот случай обязательным является упаковка опасного объекта, то, что называется контейнмент, как в случае, скажем, аварии на шахтах, только внутри самой шахты, не распространяясь на окружающее пространство. Вот в советской атомной энергетике третий элемент, с моей точки зрения, преступно был проигнорирован. К этому времени тоже международный стандарт сложился, требующий именно 3 элементов безопасности. Значит, надежный реактор, надежная эксплуатация и обязательный контейнмент. Если бы была философия, связанная с обязательностью контейнмента над каждым из атомных объектов, то, естественно, РБМК по своей геометрии, по своей конструкции, как аппарат, просто не мог бы появиться. Факт появления этого аппарата с точки зрения международных и вообще, так сказать, нормальных стандартов безопасности был незаконным. Но кроме этого, и внутри этого аппарата были запущены 3 крупных конструкторских просчета. Первый заключался в том,
что, как требовали международные стандарты и как требует, в общем-то говоря, здравый смысл, системы аварийной защиты должны быть по крайней мере две. Причем одна должна работать независимо от оператора, должна автоматически останавливать реактор. Вот реактор РБМК не был снабжен такой второй, независимой от действия оператора защиту. Это, в общем-то говоря, крупная ошибка. Скажем, если бы ее не было, конечно, Чернобыльской аварии бы не было. И, наконец, третья конструкторская ошибка, которую даже трудно объяснить, заключалась в том, что системы аварийных защит были доступны персоналу станции. Вот, скажем, не было ни специальных шифров, ни сдваивания систем отключения защиты, которые, в общем-то, работают на ракетных комплексах, в ядерном оружии. Вот этого ничего не было использовано. Это, конечно, представляется удивительным и странным. Что касается физики и техники реакторов, то это была запретная для меня область как по собственному образованию, так и по табу, которое было наложено Анатолием Петровичем Александровым, его подчиненными, работающими в этой области. Они не очень любили вмешательство в свои профессиональные дела посторонних лиц. Конечно, ошибки, которые совершили операторы, не общеизвестны, ошибки сами по себе являются чудовищными. Поведение руководства станции является трудно объяснимым. Наказание виновников этой аварии прямых является правильным, но главная причина, даже не вот ошибки в конструкции реактора, которые тоже, конечно, имели место, и за которые придется и, наверное, отвечать соответствующим специалистам, но главная причина – это есть нарушение основного принципа обеспечения безопасности таких аппаратов. Размещение опасных аппаратов обязательно в каких-то капсулах, которые ограничивают возможность выхода активности за пределы самой станции, самого аппарата. Нужно размышлять над какими-то специальными мерами локализации аварий для тех 28 аппаратов, которые не имеют контейнментов. Поскольку экономически и технически невозможно построить над ними колпаки. И вот над нетрадиционными динамическими методами локализации возможных аварий на таких объектах нужно сегодня задуматься, это главным образом советскому сообществу, потому что это проблема наша. Во второй, по-моему, день я предложил сразу же организовать информационную группу в составе правительственной комиссии, пригласив в нее, двух-трех опытных журналистов, которые получали бы информацию технического, медицинского, радиационного характера от специалистов в том объеме, в котором это было необходимо, и выпускать ежедневные, а может быть и по несколько раз в сутки соответствующие пресс-релизы, которые могли бы передаваться в ТАСС, в газеты, по телевидению, что, как происходит, какая обстановка, как вести себя населению. Это разъяснить, что ж такое эти самые БЭРы, миллирентгены, но это почему-то не было принято. Оказалось, что готовой литературы, которая бы могла быстро быть распространена среди населения, объяснить, какие дозовые нагрузки для человека являются спокойными относительно, какие дозовые нагрузки являются чрезвычайно опасными, как вести себя в условиях, когда человек находится в зоне повышенной радиационной опасности, системы, которая бы могла давать грамотные советы, что мерить, как вести себя с овощами, фруктами, скажем, поверхность которых могла быть заражена бета или гамма или альфа излучателями. Вот вся эта литература оказалась в полном отсутствии. После приезда в зону бедствия товарищей Рыжкова и Лигачева были допущены журналисты, и их большая армия там появилась. Но я видел своими глазами, как они подбегали либо к наиболее известным людям, которые там находились, брали их за пуговицу и брали какое-то частное интервью по какому-то конкретному вопросу. Большую часть времени они проводили, конечно, на местах, разговаривали с людьми, которые эвакуировались, или с людьми, которые вели работу на 4-м блоке, или вели работу по дезактивации. И эта информация передавалась в эфир. Вот идут такие-то блоки, героически трудятся там шахтеры. Но при этом отсутствовала информация. А
каков уровень радиации там, где они работают, а что происходит рядом в Брестской области. То, что было ими собрано, и то, что было ими напечатано, конечно, в историческом, в архивном смысле имеет колоссальное значение, как живой документальный материал. И он является необходимым и обязательным. Но при этом, из-за того, что информация каждый раз подавалась в неком частном виде, в целом картина ежедневно, а может быть или хотя бы еженедельно по состоянию событий, вот такой целой картины страна не получала. Я опять возвращаю вас к первым дням. Вы же были одним из первых, кто приехали сюда. Вот это, так сказать, всегда, когда сильное впечатление, какая-то одна картинка остается в памяти, которая является, так сказать, символом происходящего события. Вот что у вас осталось от первого дня? Ну, все-таки, наверное, значит, самое, я бы сказал так.